Доброе утро, Кыргызстан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня я вас хочу познакомить с дунганами. Мы с вами сегодня поедем в село, посмотрим, как они живут, приготовим национальное блюдо и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Доброе утро! Мы купили гостинцы, сейчас отправляемся в село. Как село называется? Ыртык. Ыртык? Ыртык. Рядом с городом есть поселок такой Дунганский. Ыртык. Это Таңатарова, вы его знаете, в прошлом видео он был со мной. Спасибо большое, что вы мне помогаете. Благодаря вам выходит видео из этой части Кыргызстана. Мы с вами сейчас заезжаем в село Ыртык. Гостинцы мы купили, сейчас вы меня оставляете и уезжаете сами в мечеть. Да. Меня зовут Эльвира. Меня Маджира. Я прочитала. Рада познакомиться, это хозяйка дома, да? Это вам в гостинице чай попить? Пойдемте. 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 Поехали. Приедете же, да? Хорошо. Здравствуйте. Саламатсызба. Куда могу поставить? Могу? Да. Сегодня мы в гостях у Дунган, да? Вы нас будете знакомить с дунганской кухней. Как правильно мне говорить Маджара, апа, апчи? Как вы здесь привыкли? Меня можете просто Маджара сказать. Вам так точно удобнее? Удобно. У нас очень много детей приходит, потому что... У вас потому что много детей, в принципе. Нет, приезжают еще с соседних сел. Да? С города приезжают. У нас, получается, каждый ребенок приходит. Мы обычно покупаем жвачки, салфетки. Сладости. Да. Ну, что этот... Подарок какой-то да. дать ему. Они приходят, мы каждому. Ну, у нас, например, в прошлом году пришло около 400 детей. Мне надо было успеть чай налить, успеть им дать. Сегодня у нас Аид, поэтому мы будем готовиться к Аиду. Да. Все, засучив рукава, принимаемся к работе. Дунган можно определить сразу по фартукам. У них у всех красные вот такие фартуки. Причем это в каждой части Кыргызстана, где я была у Дунган, везде вот такие красные фартуки. Всегда у нас самые удобные. Я сама из Казани, татарка. У нас родственники тоже татары есть. А расскажите о национальности Дунгани. Я уверена, что не все люди знают о такой национальности. Я знаю, я была, снимала Дунган, была на свадьбах, очень красивые, невероятно красивые традиции, шикарные невесты. Какой у вас язык? У нас получается древнекитайский язык династии Цин. Мы сами было восстание уйгуров, дунганов против династии Цин. Дунгане потерпели поражение, и они пустились в бега, получается, через Синьшанские горы. Ага. Они, дунгане, осели здесь, в Иссык-Кульской области. Вот этот ырдык, получается, с дунганского переводится он как второе ущелье. Ырдык, ыртык. Это, получается, второе ущелье переводится. Дунгани это считается мама китаянка, да? Мама китаянка, а отец араб, получается. По вере мусульманская, наши деды, прадеды, когда сюда перекочевали, они писали на арабском. Теперь на кириллице мы пишем. У вас пропись кириллицы Да. сейчас на данный момент, да? Да, кириллица, но там есть 5 добавочных Букв. буквы, которые для произношения, для писания. Получается, у нас кухня, традиции у нас идет к Китаю ближе. А по религии у нас получается ислам. Вы мусульмане, все, да, дунгане. Дунгане очень религиозные. Я говорю не первый раз, Дунган, они очень религиозные, очень работящие, трудолюбивые. Всегда все поля это дунганские, да? Да. Здесь в Иссык-Кульске дунгане в основном сажают чеснок, картошку. Бишкекские тоже. Александровка, которая. Мы сейчас тесто раскатываем. Тесто у нас очень плотное. Это тесто на лапшу. Мы будем сейчас вот это тесто раскатывать, нарежем. У нас наши бабушки тогда вот это тесто, то, что мы сейчас через лапшерезку пропускаем, они тогда раскатывали вот этот большой пласт и, получается, ножиком резали. Сколько языков вы знаете? Русский, мы слышим, что вы владеете в совершенстве. Дунганский родной язык, кыргызский. И то, что в школе изучали, тогда был немецкий язык. Ну а так спокойно на 3 языках говорите. У нас здесь в школе есть урок дунганского языка. Правда, что ли? Да. Ну как хорошо. Сейчас у нас здесь село многонациональное, получается, 4 национальности. Это уйгуры, дунгане, кыргызы и казахи. У меня 3 детей, получается, 2 девочки и сын. Замужем и женаты? Девочки замужем уже.
За кого вы давали замуж? За своих? Да, за Дунган. Это получается, выдавали за Дунган замуж. А дунганки как вообще женятся? Родители жениха не находят невесту? Ну тогда, знаете, по традиции было, родители находили невесток. В данное время в современном мире сейчас сами ищут. Гостей мы ждем примерно через 1,5 часа, да? Да. Значит, дунгане могут жениться на другой национальности, да? Да. Тогдашние, может быть, стереотипы были те, что именно дунгане за дунганина. Сейчас невесток не хватает. Невесток не хватает, правда, что ли? Да, у нас сейчас в селе парней много, неженатых уже под 30, а невесток и не хватает. Дунгане, давайте вы нам напишите в комментариях, где вообще есть невесты. Раньше это был Кыргызстан, я знаю точно. Например, в Узбекистане, когда я снимала, они говорили, в Кыргызстане много невест. Сыну сколько лет вашему? Моему сыну 22. 22. А когда женить будете? Ну, ладно, пока после 23. Как невесту будет искать? Вы будете где-то приглядывать или он сам опять? Нет, насчет этого уже, этот вопрос уже к нему. Ну а считается же, что и вам тоже с ней жить. Ну, как в жизни, мне кажется, например, если свекровка старше, она должна быть мудрее, наверное, где что можно Где-то подсказать. все-таки отмолчаться, да? Да. Ну, обычно же некоторые говорят, же, говорят, если берешь сноху, невестку в дом, ты должна наполовину слепа, наполовину глухая и наполовину немая быть. Ой, какая молодец. Вот вы будете идеальной свекровью, как я считаю. Ну, не знаю. Но я приду все равно в следующий раз узнаю, когда Всё. женится ваш сын. Я посмотрю. Хорошо. Некоторые намекают, что говорят, если у невестка будет другой национальности. Я говорю, ну это ему жить. Я говорю, не бывает плохой нации, бывают плохие люди. Конечно, вообще не существует плохой национальности. Все национальности хорошие, все. Ну, невестке, например, мне главное, чтобы она была по хозяйству, уважение к старшим, и чтобы жили мирно. А у вас муж тунганин? Да, у меня муж тунганин, он по профессии учитель физики. Ему 63, мне 49. У нас разница А почему 14. такая молодая? Ну, как говорится, судьба. Вы когда женились, вам родители находили или вы сами? Нет, здесь выбор уже я сама делаю. Сама, да? Да. Как говорится, насильно мил не будешь, все равно в жизни лучше самой найти. Сейчас мы варим фунчозу, она у вас какая-то темная, да? Мы его желешка называем. У дунган какая вот самая популярная еда? Это ашланфу. Луганская все, например, спорят того, что лагман узбекский или уйгурский. Это... Уйгурский чаще всего говорят. А вообще лагман, оно родом из Китая, получается. Ну и уйгуры из Китая, если так Да, посмотреть. это корни все, в основном это само Китай. Ну вот, знаете, тоже бишбармак, да? Ага. Он же и кыргызский, и казахский. Ну там кыргызский бешбармак, он лапша режется же в соломку, Да. а у казахов оно в пластами. А, да? Да. Значит, я только казахский всегда ела. Как вам Кыргызстан? Я люблю Кыргызстан. Мне очень люди здесь нравятся. Вообще, я не сколько страны люблю, а сколько людей люблю. Если люди хорошие, все, я влюблена в этот край. У нас готовы заготовки для лапши. Да. Сейчас мы будем делать заварное тесто. Его раскатывать, вот жарится в масле. Сверху сахар рассыпется. Для теста нам нужна мука, масло растительное. Да, чуть-чуть. Нам нужна горячая вода. И мы замешиваем тесто. Обычно мы вот эти заварное тесто еще на это делаем. У нас называется чуби. Это как Чурек? чебуреки. Да. А, чебуреки. Да. Это получается чебурек с джусай. Моя любимая трава джусай. Ой, как я люблю Кыргызстан за то, что здесь есть джусай. Вы просто не представляете, все знают, что я обожаю джусай. Следует обратить внимание, смотрите, чем она замешивает тесто. Это у нас китайские палочки. Да. Дунгане едят всегда палочками. Китайцы и дунгане считают, что кушать палочками это для здоровья тоже полезно. Да? У меня вот сестра вышла замуж, теперь тоже палочками ест. Тоже за дунганина? Нет, за корейцев. Теперь нужно чуть-чуть отлежаться. После сбора чеснока у нас начинается свадьба. Чем вы занимаетесь? Проще спросить, откуда деньги? У меня муж работает, сын, он по профессии. Я сама вот второй год занимаюсь с туристами, получается. У меня
Дунганские ужины, обеды. Друзья мои, когда вы приедете в Каракол, если вы захотите посетить дунганские села, познакомиться с их культурой поближе, научиться тянуть лагман, вам нужно будет в 2 гиси написать Дунганская кухня. «Дунганская кухня у Маджеры». Вот так напишите, и выйдут ваши контакты. Смотрите, какая у нас уже красивая стеклянная лапша. Сейчас еще 2 минуты. Долго варится, да? Да, она чуть-чуть Минут дольше. 10 варится, как будто. Да, так она Да. должна вариться, потому что если его не доварить, он будет как резинка. А, да? Да, она как из желатина делается. Давайте мы послушаем, как звучит дунганский язык. 我们这个做是凤球子，做法就是凤球子，и这个地方自己这儿技术非常高。Например, сейчас если китайцы приезжают, которые с Синьцзяня, с Урумчи, Старый Китай. да, старый Китай, и мы их язык у нас получается, мы можем общаться. А я, знаете, какое слово знаю? Ширлейли, ширлейли. Когда невесту показывали в Александровке, ширлейли, ширлейли. И сукульские дунганы говорят на одном диалекте. Тет другой и такмасский другой. У нас получается провинция Гансу. Некоторые говорят, что дунган это получается человек со востока. Я сама бишкекская, я не изучала дунганского языка. Вышла замуж туда, у меня муж научил читать на дунганском. А вы не умели читать, да, на дунганском? Я не умела читать. Школа у вас была русская? Да. Молодцы, что существуют дунганские школы. Я вообще всегда за то, чтобы люди поддерживали свой язык, знали свой язык. К сожалению, вот у нас в Казани вообще не встретишь сейчас татарских школ. Очень мало стало нашего родного языка. Смотрите, какая у вас красивая. Как мармеладные червячки. У нас есть 2 вида еще. Есть, который мы сейчас будем делать, он называется томи. Томи, он переводится как заварной. И есть не умеющим, говорят. Это Не заварное. Делим на нечетное количество. 3 или 5 нечетные. У нас получилось 5 штучек. А, я вот теперь поняла, зачем вы мне сразу пласт теста в руки дали. То, что делаете мастер-классы. Теперь дождемся, как оно Отдохнет чуть-чуть. отдохнет, пока масло нагреется. Но у нас считается, чем тоньше лапша, тем лучше килинка. Ну, то есть лапша с размером с толщиной волос должна быть. Но у нас не такой тонкий, чуть, Вот я поэтому. чуть шире. Ага, мне дали тут топорик, я-то привыкла к маленьким ножичкам. Я сегодня буду дунганкой. Делайте, просто нажимайте, оно само режется. Потоньше, что ли, надо резать? Уже к индустрии получается, чем нашим. Да. Мы-то привыкшие к своим. У вас топорики. Да, называется чедо. Если дословно че это резать, то это нож. Прям в селе у вас есть школа, да? Да, у нас в селе одна школа. Сколько населения вообще этого села? Ну, считается около 3000. Вот этот тючун всегда раскатывается с одной стороны. А какое ваше самое любимое блюдо? Ну, тогда по молодости было этот, лагман. Делаем глазки, как говорится. Делаю небольшие надрезы. Да, на дунганском мы делаем глазки, называется. Глазки. Да. Сегодня женщины вообще не ходят. Сегодня женщины не придут? Нет. У нас только мужчины будут? Да, у нас только будут мужчины. А женщины что делают? Дома готовят? Да, То есть сегодня нам женщин не ждать? да, Мы только мужчин видим дунган? да. Мы сами пойдем в гости. Да, вы можете посмотреть, что они приготовили на... Да. А мужчины, которые сегодня придут, это родственники будут? Да,
дальние родственники, близкие родственники, соседи. Ну, соседи в основном на второй день приходят. Потому что родственников много, пока целый день объездишь, и получается, и не всегда бывает, что у всех побываешь. Я ранее снимала Дунган, я план дунганских свадьб. Вот здесь по ссылочке можете перейти, посмотреть, как проходят дунганские свадьбы. Это невероятно интересно. Если вы никогда не видели, то для вас это будет просто что-то невероятное. Посмотрите, здесь у нас накрытый стол. На столе пока одни сладости. Все сладкое на столе. Санза уйгурская, пирожные. Какой у нас вкусный стол. Торты. Традиционный дунганский хлеб. Поделили на две части. Состав теста только дрожжи, мука, Вода. соль. Все. Дрожжи, мука, вода, соль. Имейте в виду, кто захочет дома приготовить такой же. Ну, не сильно тугое замешивается тесто. Потом мы Тесто ждем- эластичное, податливое. Да. Есть очень много разновидностей вот этот джемума. Это делается на праздники, когда приглашаем гостей. Такой хлеб делаем. Праздничный хлеб. Да, на свадьбу делается другая форма. На поминки у нас другая форма хлеба идет. На поминки. Сегодня на праздник у нас Да, будет. потом наливаем масло чуть-чуть. Сейчас мы сюда налили растительное масло. Смазываем. Вот эта зелень называется ореховая трава. Она называется вкусная. хельба. Хельба. Да. Его летом, короче, листочки срываются, в тенечке сушатся. Обычно мы на вот этот еще один вид еще делаем. Вкусно пахнет. Да. Вообще трава вкусная. И вот мукой еще сверху посыпаем. Примучиваем. И складываем. Ой, какой аромат на всю кухню. Делим тесто. Да. Вот так, видите? Берем. Вот так надавливаем. Тогда лучше палочку на ту руку. На правую? Да. Переворачивайте. Переворачиваем, ставим посерединке. Вот так берете. Вот так вот берем. На эту руку защипывайте. А, на эту. Да. Ага. Потом вот так прокручиваете. Палку крутим. Да. Надеюсь, в эту сторону. Да. И теперь вот так придавливайте. Вот то, что вот это, да. И вот так вытаскивайте палочку. Вот и получилось. Так получилось? Джимама. Это мой первый джимама. Ставим палку вот так. Потом ставим вот так. Берем вот так. Вот это берем вот так. Палку крутим вот так. Придавливаем вот так. И получается джимама. Теперь раскатывайте второй. Теперь сами попробуйте. Я. Да. Хорошо. У нас вот только мы вот так должны Ваши выходить родители рукава, тоже. да. Мама тоже. Да. Вот если мама сейчас увидит это видео, ну она увидит, а у меня убьет за такие рукава. Таматарава с своим сыном возвращается к нам, а я готовлю джимама. Мама? А это Хлеб на что? пару. Это смотрите, как красиво. Как пельмень на пару? Нет, Хлеб на пару. смотрите. А, Вы ели такой? нет. Даже видите, местный такой не видели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Все говорит мне, сама все делать, а я потом подойду к ладно. Так, пробуем делать. Все осталось на меня. Все делаю сама, вы понимаете. Если у меня получится, друзья, значит и у вас точно все это получится. Вот так сделаю. И теперь присыпываем эту ореховую прелесть. Ой, невероятно вкусно. Все. Теперь мукой сверху. Мукой сверху припечатываем. Муку мы сыпем для того, чтобы эти слойки были. Ага. Теперь складывайте. Почему? Нет, не закручивайте. Рахматик. Благодарю это. Ушли?
Про невесту не забудь. Тут я уже узнала. Узнала? Невест нету, не хватает у него. Прям. Не хватает, говорит. Давай. Все, на связи. На тебе надежда. Ладно. Вот так складываем. Ага. Мгм. Опять свет выкупился. Ой, нет, уже не поняла. Почему у вас такие перебои со светом здесь? У нас же дается лимит. Да? Днем 5 киловатт, обычно после 9 должно быть 5 киловатт, а вечером получается 3 киловатта. 5 киловатт и 3 киловатта. Если больше 2 киловатт, он этот. Такая толщина? Да, пошире. Ага. О, я, по-моему, ножом этим приучилась работать. Мы помним с вами, как все это делать. Делаем вот так. Оп, придавили. Переворачиваем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. О, свет дали. И вот так. И приминаем. Оп. Получается? Не знаю, сейчас скажите, получается или нет. Получается. Молодцы. Насчет невесты. 25 лет, у Таматарава сын не женатый. Он дунганку хотел, говорит, дунганки же вообще хорошие, хозяйственные. И вот он мне сейчас говорит, не забудь про невесту. Ну, я так понимаю, невесты у нас нет, да? Да. Получается, я научилась? Да. Получается, вы хороший учитель? Вы хорошая ученица. Нет, вы даете волю пробовать, ошибаться, и поэтому получается. Вот. А если бы вы ругали, ничего бы у меня не получилось. Потому что всегда бывает, что первый раз, первый блин комом всегда. Теперь можете смело дома делать. Осталось только ореховую найти. Я вам подарю один пакетик ореховых. Все, у меня теперь есть ореховая присыпка подарочная. Да, у вас красиво получилось. Потому что вы меня оставили с тестом, не побоялись, что что-то случится. Надо всегда доверять человеку. Вы правильно. Это делать. Потому что когда человеку доверяешь, человек уже без страха может делать. Да. А когда со страхом, у него всегда с ошибками получается. Сравните, вот первая партия, Это то, что вы начали, Это- у вас и то получилось, Да? а вторая краше получилась еще. а это вот уже партия доверия. Мне кажется, получилось идеально. Спасибо вам. Ставить на- Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пускай наши булочки сварятся красивыми, вкусными. Так, посмотрим. Ставим на 25 минут. 25 минут. Я буду дома готовить и буду всегда вас вспоминать добрым словом. Спасибо. Время 9 утра. У нас уже почти все готово. А мама всегда ругала, говорит, всегда когда режешь, этот нож должен чувствовать ноготь. Вы очень умело уже ловко начали. Спасибо. Все Резать. благодаря вам. Я же сказала, только благодаря вам. А у вас с какого раза получилось резать лапшу? Ну, я когда первый раз резала, то мама не доверяла долго. Да? Да, потом уже этот, со временем потихоньку, когда дома одна была. Сами учились, да, пока никто не Да. видит? Чтобы мама не ругала. Может, поэтому вы не ругаете своих учениц? Вообще людям нужно доверять. Я с вами полностью согласна. Да, чем больше доверяешь, тем больше человек старательный. Вот такая вот у нас красота получилась. Я уж посмотрела, это все для детей, да, вы приготовили? Да, это все для детей. Сейчас дети будут приходить. И Во сколько начинают дети ходить? обычно мужчины приходят через полчаса где-то. После мужчин. Да. Мгм. Будут кричать, Что кричать будут? а моя рыбу. А, Ему получается, они домой не заходят. Мы выходим. Да, я выхожу на целый день туда-сюда. Для меня первый год, когда замуж вышла, для меня непривычно было. Наши кышечки готовы? Какая у нас джумава красивая. Ставим сюда, чтобы оно этот, Ага. не этот, оно ж потеет. Да. Там кто-то пришел. Просто в гости? Или Да, помогать? просто. Родная сестренка? Нет, двоюродный, ее мама и мой папа, они родные.
Вот ваш. Нет. там ничего не Красота. будет. Это просто невероятно получилось у нас. Я знаю даже какой был. Вот вы как раз веером делаете. Вот, Я прям горжусь. вот ваш первый. Шикарный. Посмотрите, тесто у нас получилось слоями. Первый раз пробую. Надо загадывать желание, каждый раз что-нибудь пробуешь. Так, хочу, чтобы у вас всех было все хорошо. А это мубаракуса. Очень вкусно. Понравилось? Я рада, что Очень вкусно. Это самая вкусная джемама в моей жизни. Мне кажется, получилось роскошно. Это самая вкусная джемама, которую я ела. Да. Вкусно? Вкусно, она как булочка вот сжимается. А такая должна быть? Да. Да? Идеально получилось. Я уже есть жвачки, что ли? Ну, еще возьми. Это кислые. Это кислый. Щеки. Вот вообще. А там дано? А, что чего? Здоров. Как дела? Пойдем. На вас тюбетейка, это какая тюбетейка? Это кыргызская, думганская? Кыргызская. Это кыргызская. А вы кто по национальности? Тунгане. Здесь у нас варится курица. Это вот курица с лапшой, да, которую мы готовили? Курица с лапшой. Угу. Это все домашнее, все сами готовили, да? Да. Смотрите, сколько сладостей. А вообще следует отметить, что у вас на столах очень много сладкого. Спасибо. 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 Не за что. Телефон. Телефон. Что возьми? Кстати, Приезда. Нина, с кем? Семья? Папа,这你们 Да. Что? Тинду. 你们啥吃的？ Джорджу. 完全不分。 Все, лапша у нас сварилась. Вторую партию, да? Вторую сразу В тарелку. раскладываем. Сейчас быстро будем отваривать лапшу, так как приходят гости. Мальчики пришли, они будут обслуживать мужчин, да? Да, там младший тут обслуживает. Сейчас они- Женщины не обслуживают. Только мужчины. Можно, конечно. Смотрите, какое огромное количество палочек. И там. Снова вот так вот мальчик. Я легкая получила. А типа вместе все приехали? Да. Сейчас я приехал. А что у всех старших там остались? А старшие там остались. Одна молодежь приехала, да, домой? Сейчас приходят гости в наш дом. Здравствуйте. Салам алейкум. Что даете? Жвачку есть? А что надо давать? Да. Детям же. Пока мы опоздали. Смотрите, гости приходят в этот дом. Сейчас будут угощаться. ألم نشرح لك صدرك يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Здесь у нас вареная лапша. Здесь у нас курица, да? Как называется? Чижуфе. Чижуфе? Вот так называется это блюдо. Что нужно сверху зелень, да? Зелень нет. Много зелени? Нет. Хватит? Да. Это тоже сразу.
Что, посмотрите, ребята, собираются Я его чуть-чуть. Ребята забирают у нас. Вот это, смотрите, что... Папа. Зелень надо? А здесь тебя тоже погрыз? Вот здесь. Не, вот плохо. Туда еще один надо. Нет, зачем? Алика говорит. Салфетка, чума, бумажная, чума, задай, чума, А сейчас что научишь? что еще? Все? Кимран, ты будешь? Все, да. Приятного аппетита на вашем языке. Какой? На дунганском. Побольше кушай. Как будет? Хочи. Да, вообще. Наверное, сучки же есть. Красиво палочками едят. Ну, хожу. Я уже послушаю. Ну, мало. Кто фэша, а? Ну, чужую. Ну, вот, китайский суп. Бейш, пожалуйста. Кстати, едят китайский, не знаю, Ау. Можно? Сегодня абсолютно любое блюдо можно. А какое ваше самое любимое блюдо? Что такое? Большая тарелка курицы. А у вас какое самое любимое блюдо? В этот день у всех все вкусно. Да? Самое главное, что желудок хватит. Все же после поста же. Желудок узкий. Вот сейчас это первый дом, да, в который вы пришли, это ваша родственница. А следующий дом какой будет? Куда вы пойдете? У нас сегодня все родственники. Вы по всем пойдете родственникам, да? Семей. Вы женаты? Я жена. Где ваши жены? Дома встречаю Ждут гостей, да? А когда вы пойдете в свой дом? По порядку, когда идет Да? очередь. Когда идет очередь, так вы пойдете? Сколько? После того, как гости ушли. Держи ровно. Дежурная? А мне? О, мне тоже давайте. Мне тоже давайте. Тебе надо потратить. Деньги раздать. О, спасибо, кто говорит? Посмотрите, дедушка раздал своим внукам по 100 сом. Ниже метр 75. Ну, Сразу внук выше. метр 75 ниже. Выше это я. Тимофей, поколение. Я уже не на жвачке. Вот это вот. А Фарух надо? Там один печатать ли? То есть на них раздают сладости, раздают деньги. По-быстрому заходите, поели и ушли. Коран прочитать, лучшие пожелания пожелать. Сегодня весь день посвящается Аид Мурат Болсон. 100 семей на 100 семей надо. Значит, обойдете, да? Да, времени не хватит, еще завтра есть. Очень приятно, спасибо. Мне очень приятно. Мне жвачка, у меня зубов много. Ассаламу алейкум, надо жвачку твою. Первая партия гостей у нас ушла. Сейчас мы должны быстро убрать со стола. Накрываем заново стол для следующей партии. Спасибо.
пришло время нам попробовать все, да? Теперь мы присаживаемся за стол. Чай вам скажу. Спасибо. Вы тоже дунганка? Я думаю, мы же двоюродные с ней. А замуж вышли тоже за дунганина? Нет, за кыргыза. За кыргыза вышли замуж? То есть смешение браков у вас нормально, да? Вы можете выходить за кыргыза, за уйгуров. Все, тушится. Пробуем нашу лапшу с курицей. Чожуфа. Чожуфе. Вкусно. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо вам тоже. Давайте тоже. А как она к вам обращается по имени? Она говорит, Чечи. Чечи? Чечи это сестра. Просто сестра. Дома готовятся дунганские блюда? Да? Очень редко. Месяц один раз. В основном кыргызские. Нет, но мы соблюдаем свои кыргызские традиции. А вы дома как часто готовите дунганские блюда? В основном предпочитаю жидкое. Или самое хорошо у нас обычно мы жарим мясо с луком. Очень вкусно, очень. Прям вкусное блюдо. О, опять дети пришли, да? Мы слышим голоса. Посмотрите, что есть на нашем столе. Какой у нас красивый, сладкий стол. Различные сладости, санза уйгурская, пирожные. Давайте попробуем наши вкусные булочки. Цветочки. Ой, ну булочки у нас, конечно, ой-ой-ой, какие вкусные. Легкое воздушное тесто, вот прям как сдобное. Да. Ореховая трава дает очень вкусный привкус. Вообще вкусно. Опять? Не опять заснул. Ну все, сейчас хозяйка дома так и будет ходить, детям давать сладости. Давайте попробуем с сахаром. Посмотрите, какие у нас дома мошки. Это слоеное тесто, сверху сахарное, как глазурь. Здесь изюм внутри, да? Еще что? Изюм, орехи. Инжир, что ли? Или это Нет, орехи, изюм и жареная мука. О, села. Сегодня сейчас целый день вот так будет. Дети приходить, взрослые будут приходить. Мужчин дома нету. Сейчас остались невестки, свекровки остались дома. Дети тоже вот на улицах. Айтыңар марек болсун. Спасибо. Сейчас попробуем также медовый тортик. Это все домашнее, да? Все сами сделали? Да. Домашнее мы любим. Спасибо большое. Ой, красиво надо. Нормально? Мягкое? Не нормально, а шикарно. Ой, вкусно. Прям, смотрите, оп, во рту тает, восхитительно. Мы вкусно поели, спасибо большое. Сейчас пойдем по гостям, да? Соседям сколько? К соседям сейчас пойдем. Братья часто телевизор смотрят, они вас узнали. Так, ну что, мы пошли к соседям. Я говорю, мы что-то будем им дарить? Она говорит, нет, мы идем просто так. Это нам подарят жвачки. Жвачки должны. Вот, посмотрите, на улице очень много народа. Все друг к другу ходят в гости. Мы к каким соседям? Сейчас к нам придут гости. Мы же сами хотели в гости. Никуда мы не пойдем, обратно домой идем. Вот, смотрите, сразу, если вдруг вы приедете сюда, вы сразу увидите дом, который вам нужен. У Маджеры. Звони мне. Спасибо вас также. Праздником. Айд Мубарак болсун. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Праздником.大家继续呢，咱们这耳机之后把试试咱滚媳妇儿。Салам алейкум. Это сейчас они поприветствовали вас на дунганском языке, Поздравили. да? Поздравили. Мы очень рады. Спасибо. Я не знаю. قل له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
Да, вот этот пирог. Что за фирма? У нас еще есть традиция в огороде, мужики в карты играют. Вот у нас братишка холостой. Сколько лет? 26. Здесь Кирилл ищите, мы вон ему, он не женится. По вашим традициям все уже 26, он должен быть женат, да? Уже? Старый уже. Считается старый, да. Да? Ой-ой, как это так? Уже самый младший дядька готов второй раз жениться, а он еще не женился. А на ком женится, раз нет членов? Искать должен. Татарстана. А ищите, подбираете дунганку или И кыргызку? в принципе, Ну а что, кыргызок не хватает вам? ну чуть не может Дети сейчас. Может, выбирает сам? выбирает. Мне охота послушать, как звучит дунганские песни. Я вот никогда не слышала и уверена, что многие зрители тоже не слышали. Эйо, цушо, эйо, Исыкуль. Это была дунганская песня про Исыкуль? Ой, как интересно звучит ваш язык. Да. Красивый язык. Я впервые в жизни услышала дунганскую песню. Спасибо вам. Это вы сами писали? Нет, эту песню написал Мавкуев Рахим. В Исыкульской области я один такой. Кто песню знает, Кто да? песню поет. Ого. Я еще ведущий мероприятий. Вот я единственный дунганин, который ведет мероприятие и вообще поет. Именно в Исыкульской области. Это мне надо с вами дружить, получается, да? Если захочу слышать дунганские песни. У вас главный город это кыргызский? Нет, это узбекский. Почему у вас узбекские перчики, я вижу? Да, это осталось от моего деда. Это же долинская. Да. То есть недавно в Инстаграме расшифровывали вот это все, я только недавно узнал. Здесь это расшифровывается как зародыш новой жизни, то есть зародыш ребенка. Где-то здесь. А вот это я хорошо запомнил. Это жизнь, это смерть. Это жизнь, это смерть. Чередуется. И каждый год, получается, именно в этот праздник я одеваю тюбетейку. По тюбетейке можно вообще понять, из какого региона откуда этот человек. Поэтому я сразу говорю, ага, ферганская, сразу видно. То есть у них так выглядят тюбетейки. Да. Все, кто не подписан на канал, быстро подпишитесь, поставьте лайк. Вы тоже подпишитесь, я за вас подписалась. Я за вас все сделала. В апреле месяце в селе Милянфан пройдет презентация книги «Перевод Манаса на дунайский». Да? Да. Ничего себе. Это Удивительно. одобрено Министерством культуры. Вы теперь мой друг, знайте об этом, помните об этом. Вы тем более единственный, кто песни поет на дунганском языке. Нет, в Исыкульской. В Исыкульской области. А если хотите, Я вообще могу сказать, по всему миру единственный, кто поет. Есть еще один. Здравствуйте. 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 Спасибо. Кому еще? Спасибо. Много уже домой отходили? Да. Ну-ка покажите свои пакеты. Вон, посмотрите, детям дарят сладости. Что у них есть? В мешочках, конфетки. Вот. И сейчас Кому пойдете еще по не всему дали? селу, да? Да. Кому не дали? Еще кому не дали? Кому еще? Еще кто? Все? Спасибо. До свидания. Ай, какие хорошенькие, сладкие детки. Смотрите, мы с вами сейчас заходим в музей. Как он Маленький наш. выглядит. Вот этому дому уже 120 лет. Откуда вообще такая идея, чтобы был музей? Я начала как работать в туризме, встречать туристов, ужины, обеды. И потихоньку начали создавать экспонаты по чуть-чуть. Так маски дунгани невестки на второй день одевают. Это традиционная дунганская одежда на второй день, когда женщина вышла замуж. Да. А это свадебное платье, это тогдашнее свадебное. Сейчас в основном надевают цепау. А я видела такое платье. А сейчас в основном, это тогда был свободный покрой. Только длиннее я видела, вот что-то похожее. А это получается, здесь шелк идет. И чтобы шелк не расходился снизу, он в тогдашние времена делался подклад.
Вот еще это, у нас да, вот здесь. это тоже. Вот это ручная вышивка, получается, подушка. И Так вот это полотенце. вручную, да, Да, сделано? оно не вышито, оно вот этот. Выбито руками. Да. Штаны, получается, для невесты. Но оно здесь вышито крестиком. Мгм. А вот это музей, получается, нашего дяди, тоже Калимова Абдрахмана Джамаловича. Он был соавтором нескольких вот эти русско-дунганского словаря. Мгм. И получается, вот здесь у нас вот наша азбука дунганская. Сулян, это азбука переводится? Шидзуко. И история культуры села Ардык. Про само село у вас книга. Здесь, смотрите, я вижу указатель литературы на дунганском, карачаево-балкарском и чечено-ингушском языках, изданные в Киргизии. В то время Киргизия называлась Киргизия, это сейчас Кыргызстан. А это у нас учебное пособие в школах, которые. Вот вы можете посмотреть, это первое издание азбуки нашей. Вот. Наша азбука получается. Здесь учебные материалы. Насколько быстро можно выучить дунганский язык? Как вы считаете? Сколько времени нужно? Ну, например, если я буду жить в вашем селе, перееду, захочу учить дунганский язык, через сколько я смогу выучить бытовой? Вы, если будете стараться, в течение 3 месяцев. 3 месяца? Да. Долго. 3 дня. У меня всегда время 3 дня. Я Ну, на должна- 3 дня вы можете только некоторые ключевые слова. Здесь получается вот слоги, этот дунганский алфавит. Вот это размещение тогда. Вот эти были. Вот у это нас можете культура. обратить внимание, это к китайскому близко. Ага. Ну, вот туда Также обратите внимание, вот фонарики, видите? Фонарики, они очень похожи на китайские. Они есть китайские, да. наверное. Женщина-хранительница очага, кухня, это все передается через маму, через китаянку. А, поняли, да? Да. Мама это- передает свою культуру. Получается, мама же в их случае китаянка, Да. поэтому мама все передает. У нас все получается в соответствии с китайским. Вот это наши русско-дунганские словари. Здесь он сам языковед, востоковед, наш дядя. И получается, здесь он изучал китайскую грамматику. Здесь, оказывается, есть разнообразный языки мира, оказывается. Вот. Вот такой вот небольшой домашний музей. Очень приятно, что вы так бережно храните музей. Когда последний раз добавляли новый экспонат? Давно не добавляла. В прошлом году вот собрала то, что могла. А сейчас потихоньку, сейчас вот некоторых старых домах, я у них прошу, я говорю, вы мне дайте ваши, мне обещали дать, как делается дунганская обувь. Тогда же делала оно и тряпичные же вышивали. Ну тогда они маленькие были, потому что тогда наши прабабушки, когда Как у китаянок Да. маленькие ножки уже. они же перевязывали вот эти. Да, да. Вот. Лотос. Да. И вот они когда ходили, качались. Из-за этого у нас наша культура все параллельно с китайским. На всякий случай, может быть, кто-то захочет поделиться каким-то экспонатом в ваш домашний музей. Да. Да, вот контакты я вам оставлю. Может, кто-то из Дунган захочет с вами поделиться. Может, кто-то вот рядышком есть и не знает, что вы собираете какие-то экспонаты. Они вам напишут. Мало ли, вот так найдется даже одна-две какие-то ценные вещи, ценные как память. Да. Я им всегда говорю, вы можете мне смело приносить свои экспонаты, а когда вам нужно, я вам могу отдать. Наша третья попытка пойти в гости к соседям. Посмотрим, получится ли у нас это. Надеюсь, удачная попытка будет. Да. Проходим. Мама, где? Здравствуйте. Проходите. Спасибо. А что, никого нету? Хозяйка же. Здравствуйте. Мужчина. Меня зовут Эльвира. Здравствуйте. Меня зовут Белла. Какое у вас красивое имя, Белла. Прям целое? Да. Ой, какой у вас красивый стол нарядный. Давайте с вами посмотрим, чем угощают в этом доме. Посмотрите, здесь также дунганские блюда, сладости, огромное количество сладостей, фрукты, санза. Вот, рассмотрите, какой у нас стол. А у вас дочки, да, вот помогают? Да, да. Сколько у вас детей? 6. Ого, 6 детей. Машаллах, как прекрасно. Сколько девочек? 5. 5 девочек? И один сыночек. А то говорят, что у вас не хватает в селе девочек. Вон 5 девочек. А у нее замужем, у нее только 2 девочки. Ну, все равно 5 девочек, а то в семье по 5 девочек. Вот девушке сколько лет? Вот. 15. 15 лет. И в каком возрасте она будет замуж выходить? 18-20. То есть силы. У нас в Кыргызстане сейчас закон. Только после
18. А раньше? Раньше и в 16 замуж выходили. А сейчас у нас у мусульман, особенно у дунган, сейчас никак не читается. Потому что очень тяжело. Получается, я, например, дома одна, если килинка моя была, она бы вот это все пекла бы, накрывала. Физически, морально тяжело все равно. Конечно, девочки, надо, чтобы замуж выходили после 18. Это естественно, никаких там ранних браков. У меня, например, я тоже против этого. О чем говорили? Мадина уже говорила, картошку спросили. А вы что, картошку спросили сейчас? Да. Картошка на дунганском йоню. Это же смешно, пришла к соседке за картошкой. Да. Это же вот наоборот самое. И за картошкой. Да. Это же так и должно быть, соседские отношения. У нас какой здесь красивый чак-чак. Это дунганский? Так-то вообще татарский должен быть. И дунганский. Вот это надо попробовать. Это второй вид юшон. Юшон. Да. Мы один делали, который с заварным тестом. А у нее, который поплотнее тесто, да? Твердое тесто. Да, давайте попробуем юшон. Это у нас такая жареная булочка, да, пышечка. Вкусное жареное тесто. Да. С учетом, что я очень люблю жареные пирожки, для меня это вкусно. Если я в этом селе чуть поживу, то столько теста я съем. Наверное, муки не останется в Казахстане. Да нет, в Дунгане тоже так же тесто любят. Просто в последнее время жареное не очень все. Я очень люблю тесто. И не пишите мне, что я толстая, ладно? Мне без разницы. Я вообще красота. Ну, если вдруг есть какой-то рецепт хорошей диеты, напишите мне. В прошлом видео кто-то написал: Альвер, давай дам рецепт диеты. И не дал. Не хочешь, чтобы я стройная была. Насчет вы хотите диету? Самая хорошая диета — это утром пить медовую воду. Медовую воду? Да. Просто мед с водой перемешать? Вечером вы ставите кружку воды и чайную ложку меда. Ну, желаю, чтобы она чистый мед был. И утром вы встаете, не вставая с кровати, вы его размешиваете и пьете. В воду положу мед и сразу размешаю, выпиваю, да? Угу. Значит, буду пробовать медовую воду. Она очень хорошо очищает организм и улучшает цвет лица. А если после медовой воды я съедаю 8 пирожков? Ничего страшного. Смотрите, нам подают также блюда. Здесь мясо, лапша. Как беш. Угу. Я так понимаю, у вас же женщины в это время не должны ходить. Это я самая ранняя женщина, получается. По факту, да, самая ранняя женщина. Мы сюда шли, когда Эльвира спросила, говорит, она веселая? Соседка. Я краюсь добрые, веселые соседи. Они добрые. Веселый был? Да. Не веселая, веселая. Поешьте. Давайте попробуем. Это как бы дунганский вид бешбармак. Да. Также, посмотрите, нам палочки дали. Какой у вас вкусный бешбармак. Да? Да. Ешьте. Мы из дома 3 раза выходили до вас. Да? Да, разворачивались и опять заходили. Вот 3-й раз думаем, идем и думаем. Получится, не получится. Это у Дунган Казахстан. Мы с вами поели, познакомились с соседкой и отправляемся уже домой. Это по обычаю? Да, это Аид Мубарак Болсун. Нас еще угостили, дали с собой вкусняшки. Спасибо, я очень рада знакомству с вами. Вам тоже спасибо. Замечательная хозяйка, веселая, с красивым именем. Сегодня гости долго не сидят. Поздоровались, поели и дальше уходим. Отдайте обратно в наш дом. Попрощаемся с хозяйкой и поедем домой. Рада познакомиться, до свидания. До свидания. Кляните, двери у нас на распашку. Сегодня целый день у всех будут открыты двери. К вам мы очень приглашены. По обычаям, с праздником. Хорошо. Мне тоже подарили вкусняшки. Я вам не сладости, я вам салфетки. Я вам полезности, да? Сладости мне вредности. Это ореховая трава. Ой, давайте, да. Смотрите, мне подарили ореховую траву. Это я прям домой увезу. У вас в самолете можно, наверное? Можно. Ой, как она пахнет, с ума сойти можно. Спасибо большое. Вот с подарочком мы уезжаем домой. Я очень рада познакомиться с вами. Вы Я замечательная тоже очень женщина. Меня и моих зрителей познакомили с дунганской культурой поближе. Я рада. Очень прекрасно мы с вами провели время. А вот скажите свой номер телефона, и зрители также услышат, кто соберется в Кыргызстан или захочет вам экспонат какой-нибудь подарить.
2 минуты. 996 554 554 359 359 469. 469. Друзья, поставьте на стоп. Вот номер телефона Маджеры. Если вдруг что-то, будут какие-то вопросы, или вы соберетесь посетить Кыргызстан, можете ей написать, она вам сделает мастер-класс по дунганской кухне. О стоимости вы уже поговорите в личных сообщениях. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Сегодня мы с вами познакомились с дунганской культурой. Я вам показала, как проходит праздник Хаид. Друзья мои, помните, что вы у меня самые лучшие. Берегите себя, ставьте лайки. А вот теперь пока-пока. Все, до свидания. Счастливо. Сегодня я поеду в сторону Иссык-Куля. Следующие выпуски будут уже выходить оттуда.